Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Vampyr. Ах, Меня откинуло прям в начало этого района, когда я загрузился вот сюда прям. Пришлось бежать сюда пешком. Но, к удивлению, прогресс сохранился. То есть, с кем я разговаривал, что я делал, кого я убивал, все это сохранилось. А мое местоположение почему-то не сохранилось, в общем. Интересно. Пока я шел сюда, я в кабинете у Шона нашел интересную записку, но я еще не читал ее. А интересно, почему? Потому что я так думаю. Так, это не здесь. Так что, скорее всего, это в инвентаре. Да, сожженный лист бумаги. Сложенный. Боже, прости меня за то, в чем я сейчас признаюсь. Иногда я жалею о том, что спас Дайсона Делейни, когда он упал в канал. Вот это я сказал. Вот я это сказал. Прости меня, Господи, ведь я просто грешник. Дайсон, возможно, самый сложный человек из тех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Ист-Энде. Я много лет пытался понять, почему этот человек так меня раздражает, и кажется, недавно я это понял. Дайсон перестал сражаться навсегда. За свою жизнь я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей и бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, со своим прошлым, чувством вины и неудачами. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, а иногда так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но по крайней мере это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молить о спасении, о свете Христовом. И пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Делейни надежды нет. Он бьет не для того, чтобы заглушить боль, нет. Теперь я убежден, он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость садиста, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже – намеренно отказываться от надежды или беспечно наслаждаться саморазрушением. Ой, что-то мне уже язык устал. Дайсон Делейни – это у нас вот этот тип. Ясно. Ну, он на самом деле немножечко раздражительный в плане общения. Ну, в моем случае, может, потому что он пьяный, а в случае Шона Хэмптона дело было не в этом. Why the long face, Doctor? Охренеть. Красавчик какой стал. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Не будет врать. Ладно. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it.
but I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Господи. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Какая уверенность, что он никуда не свалит, кстати. Ну, вход в канализацию где-то прямо здесь, насколько я помню. Бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон и Доусон, крупнейшим предприятием района. Взрывной волной выбило все окна в северном Саутуарке. Это чудо, что погибли только 2 человека, заявил старший суперинтендант Александр Брайтон. It's locked, all right. I cannot enter. Надо, наверное, поспать, чтобы прокачать персонажа. Хотя я говорил, что не буду его прокачивать, пока это прям не понадобится. Обугленное письмо. Мисс Пакстон. Недавно я узнал, что убежище в Хэмптоне уже несколько месяцев. И денег, и поддержки любого рода. Если не получу от вас положительного ответа, то буду вынужден. Мои парни всегда получают то, что смириться с отказом. Если вы и дальше будете молчать, мокрые ботинки придут вами и вашей сестрой. Короче, как бы и так понятно, что они имели в виду, даже без некоторых фраз, пробелы. Надо поговорить с Лоти Пакстон об этом письме. Стоп, что-то еще есть. Господи, я молю Тебя за мою дорогую мать, Гертруду Пакстон, которая сейчас на небесах и ожидает встречи со своими дочерьми.
А пока этого не произошло, я благодарю тебя за то, что позволяешь мне просыпаться и жить день за днем в честной бедности и скромности. Пожалуйста, защищай доброго мистера Хэмптона, который позволяет нам спать в своей ночлежке. Я смиренно прошу простить меня за ту ненависть, которую я испытываю к моей сестре Жизели с тех пор, как умерла наша мать. Благослови Господь ее душу. Спасибо, Боже, за то, что выслушал меня. Аминь. Опять Лотти Пакстон. Стоп, за ней можно проследить. Что она делать собирается? Я же только что открывал. А, он закрыт. Блядь, мне нужно наверх. Твою маму, а. И за ней должен следить. Вы чё, охренели? Вы чё задумали? Still drunk at this hour of night? А, For Christ's sake, get a grip. Look at yourself. It's quite hard to do without a mirror. Can I borrow yours? Oh wait, we don't have a house. Yes, we're poor, but there is work to do. Honest money waiting to be earned. I had honest work before I was fired by those fascist pigs, remember? So let me drink in peace. You were fired for the bottle, not for your political opinions. When will you realise that? Maybe I do drink too much. And maybe it did cost me my job. But the struggle is real, and don't you dare undermine it. ну, она как бы и с виду выглядит не очень-то прекрасно. То на этому то, что она бухает, я прям вообще не удивлен. Здесь я уже все открывал. Только что там был, вообще из памяти вылетело. Так поговорим. Glad to see you again, Mr. Reed. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Why do you and your sister Giselle have such opposing views, Lottie? Giselle whines she lost her job due to her unionist activities, which started her drinking. Truth is, she got fired because she's an alcoholic. And you don't share your sister's views? On the contrary, Странный вопрос. I totally believe that workers need to unite to fight. I just disagree with Giselle's hatred for all wealth and riches. What do you mean? I don't believe that you were an automatic arsehole because you were born into a good family. Perhaps your sister's addiction to alcohol is the result of her despair, but not the cause. Perhaps you're right. But I'm tired of her playing the outraged and martyred social fighter while I earn money for both of us. Don't you think she wants to get better? I believe she knows her alcoholism is a worry to me. And that's another reason why she continues to drink so much. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed.
Goodbye, Miss Paxton. А с этой тоже можно поговорить. Алкашка, где она там? Э. Куда пропала? А, нам сюда, в канализацию. Значит, выход из канализации будет где-то тут. В ночлежке. Берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенцию. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Блин. Страшная болезнь на самом деле. А вот и Жизель. You again? What do you want? Tell me why there is such resentment between you and your sister, Lottie. She recently fell under the sad saint's influence. Like she's an angel, and I'm a bad, drinking sister. Lottie sees herself as an angel. What do you mean? These days, Lottie feels compelled to help people and follow Sean Hampton's example. What does that make me look like? Как Sounds алкашка. like you may be jealous of your sister. Of course I am. It's me who fought for our family. It's me who got fired because I led these strikes. And now I'm the bad seed and she's the good angel. Why would you be the bad sister? I'm not a bad woman, you know. I'm tough. I get things done. But I have this rage. It makes me do things. What kind of things? I don't know, Dr. Reid. It's like, since I can't change this world, I'd rather destroy myself before the world destroys me. Просто офигенная логика и решение. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Чего? Giselle, I know you sleep at Sean Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course. But he gives me the creeps. Why is that? He's always sad. Like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God. To give ourselves to the Lord. Creepy. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Так, и опять можно поговорить с Лоди. Я правильно думаю? Я зачем зашел в здание? Вот за этим. Glad to see you again, Mr. Reid. Lottie, your sister told me you are helping Sean Hampton's charities. Why are you so discreet about it? I am just trying to do my best. Mr. Hampton deserves our support. These are bad times. We should all help each other.
Miss Paxton, you are too modest. Perhaps it's the mark of a truly benevolent soul. I'm no saint, believe me. But thank you, Dr. Reed. And if you really think that, just follow my example, sir. Goodbye, Miss Paxton. Один из приятных персонажей на самом деле. Вот это вот. Так. В смысле? Откуда он тут? Ты чё? Это же типа этот охотник на вампиров, который притворяется. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? You've never faced, let alone killed, a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. Да блядь, я думал, что я правильно нажимаю, типа. Ой, да в жопу. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Ня. Ты чё это буянишь? Ой, господи. Так, я смотрю все чутко. О! Тут рядом неизвестный. Надо с ним поговорить. Я, наверное, с той стороны пошел обходить. Как дела? Еще два персонажа. И как вам попасть? Блять. Я вообще изначально не туда пошел. Сюда, что ли? А, ну да. Прикольно. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ну, фамилия, кстати, известная. Но сам чувак прям не внушает доверия. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Так воспользовался бы этим. Пожил у нее. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but
I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Почитать. Еще письмо одно. Твою мать. Но это для улучшения оружия, кстати, нужно. Зачем он начал этот доктор сказал ему, что типа нет никаких товаров, которые меня бы заинтересовали. Я уже купил сколько. Хитрожопый. Ой. Да я уже купил. Ты меня уже развел. Good evening, miss. Как она телепортировалась с другого конца May I come дома? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Это будет очень тяжелый диалог, мне кажется. Головная боль. А у меня есть что-то от головной боли вообще? Ограбим бедную старушку. It's locked. Так. Закрыто. Родни. Я только что узнал о том, родни все-таки, что произошло сегодня вечером. Я побежал к тебе, но ты уже ушел. Вот я и пишу тебе эту записку. Это правда, что ты убил его? Блять, с какой интонацией я читаю. Это правда, что ты убил его? Невероятно. Почему? Что произошло? Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, найди способ связаться со мной. Я знаю, что ты можешь быть очень осторожным, и поэтому, чтобы ты знал, что это не ловушка, давай при встрече использовать код. Я просвещу свое имя Джек, азбукой Морзе, а ты свое. Тогда ты поймешь, что это в самом деле я. А пока это хорошо, что ты прячешься. Мокрые ботинки разгуливают по всему кварталу и говорят, что накажут того, кто убил одного из них. Когда все утихнет, мы с тобой договоримся и все уладим. Записка начинается со слова «родня». Я думал, это типа не имя, а обращение к родным, родня. Ой, вообще крыша едет, короче. Ладно. Родни Крейдер. Так. Ну, давайте поговорим с бабулей. So, Dr. Tippett, what brings you back here? Чё? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip.
That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that Doctor. case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Ясно. Goodbye, Miss Gillingham. Что-то с ней мало можно поговорить. Стоп, а So, Dr. Tippett, what brings you лекарство? back here? Я забыл We дать ей haven't лекарство. talked in quite some time. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try О, my best. запасы у меня Here, есть. take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Что наверху? Сколько на опыта дает? 650. Ясно. Ну, походу, в этой серии мы не пойдем в канализацию. Я немало времени потратил на просто общение, разговоры. Ого. Суицид, что ли? Хотя не, столько крови. Пойдем по следам. Которых нет, что ли? Кстати, а где последний чувак, о котором мы прочитали записки у этой бабушки? Вот это типа. Им даже ни хрена не известно. Прекрасно. И не пойми, где его искать, в принципе. А, поговорить с человеком в канализации. Может, это он и есть? Типа человек. Я думал, там в канализации будут одни скали. Ладно. О, быстро я вернулся сюда. Я, кстати, плохо смотрелся в этом районе в прошлый раз. И вот ничего интересного. Блять. Да какого... Блять, как он быстро стреляет. Там наверху кого-то убивают, что ли, не пойму. А, ну да. И вход в канализацию тоже наверху. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Да, блядь.
Подбешивает мне боевка немного. Giselle's stolen money. Everyone has some unethical ways of financing their war. Там было задание осмотреть бар. Я думал, мы зайдем, типа осмотрим. Странно. А фотоканализацию я, походу, просто не заметил внизу. Да, тут никуда зайти не надо. Нельзя, точнее. Что за задание трофей? Подожди-ка. Углекопатели. Трофеи. Оставить деньги себе. Да ну, зачем мне? Нифига тут задание, кстати. Ну, пойду деньги верну, что ли. В следующей серии там пойду в канализацию, может. И другие побочные задания буду выполнять. Кстати, в этой ночлежке можно поспать будет? А то я как-то не заметил. Не, у меня, конечно, есть боязнь того, что Жизель потратит деньги на выпивку. Но надеюсь, этого не будет. You again? What do you want? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Блин, ну да, конечно, грустно. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Не успеть сказать любимому человеку, что ты его любишь, это прям очень неприятно. Я ищу место для поспать на самом деле. It's locked, all right. Блин, ну по-любому же можно, потому что это как-то не складывается, что в ночлежке нельзя спать.
It's locked, all right. Блин. Будет очень печально, если я не найду никакого местечка. А я, походу, и не найду. Я думал уровень поднять на самом деле. Но... Походу, не сейчас. Странно. Здесь везде тупик. Никакого прохода нету. А то мне казалось, я помню, что здесь был проход из канализации. Ну ладно. Так, ну тогда закончим так, без кровати. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.